Привет, физкультурник! Сегодня мы с вами поговорим про подтягивания в кроссфите. И наверняка, если ты занимаешься кроссфитом, то ты знаешь, а если нет, то я сейчас объясню, естественно. Есть у нас основных 3 вида подтягиваний. Первый – это обычный стрикт, вторые – это киппингом, и третий – это парпар. Разница между киппингом и парпаром, она в том, что люди, которые только начинают, они вначале учатся делать киппинг, а потом переходят на парпар, потому что парпар чуть-чуть более сложное движение, и поэтому оно учится уже, когда ты более продвинутый в самих подтягиваниях и в киппинге, потом уже можно переходить на парпар. Хотя никто не запрещает уже, если ты умеешь подтягиваться, строгие подтягивания делать нормальное количество повторений, сразу учиться парпар, по большому счету, да. Вот, ну, в общем-то, есть таких 3. Итак, если ты умеешь подтягиваться, нормально, хорошо, ты можешь подтягиваться хотя бы 5-6 раз строгих подтягиваний, ты можешь переходить на то, чтобы учиться киппингом. Когда ты освоил, как двигаться киппингом и что делать, уже намного легче перейти и начать делать парпар, потому что, в общем-то, практически очень похожие движения, но есть небольшие нюансы, и когда ты их осваиваешь, ты уже можешь, тебе просто легче перейти с киппинга на парпар для того, чтобы его изучить. Итак, друзья, что нужно делать для того, чтобы нормально подтягиваться, какие ошибки люди обычно допускают в подтягивании, сейчас мы об этом с вами поговорим. А пока, как всегда, поставь лайк, подпишись, тебе не сложно, мне приятно, а YouTube полезно для продвижения моих видео. Ну что, погнали! Итак, друзья, как я сказал, 3 вида. Первое – подтягивание. Обычное подтягивание строго. Второе – киппинг. И третье – парпар. Окей, вот таких вот 3 вида подтягиваний у нас в кроссфите есть. Как я сказал ранее, друзья, для того, чтобы переходить от одного к другому, вначале нужно освоить какое-то одно. И первое, какое мы осваиваем, это обычные строгие подтягивания. Конечно, есть люди, которые начинают с киппинга, и так как там есть небольшое подбрасывание тела, это все-таки движение с небольшим таким подбросом тела и работой по инерции, то, в общем-то, да, можно научиться, я видел, люди учились делать киппингом, но при этом не умея нормально, не имея хорошей силы, чтобы делать строгие подтягивания, киппинг их был слабоватый, они могли сделать буквально пару раз, быстро уставали и все равно не могли, потому что там все-таки есть силовая часть, когда ты подтягиваешь себя к перекладине, а так как у них этого не было, они очень быстро уставали, им было тяжело делать много повторений, потому что не хватало силы. Поэтому запомни, неважно что, всегда первое, что ты учишься, это строгие подтягивания. Есть много версий, что нужно делать и как делать, с чего начать. Сейчас мы говорим не об этом, сейчас мы говорим просто про строгие подтягивания. Есть несколько видов строгих подтягиваний. Итак, есть обычный, во-первых, надо запомнить, подтягивание всегда делается спиной, а не руками. Мы тянем спиной, мы развиваем мышцы спины. Руки там и так будут работать, поэтому не надо еще добавлять им больше работы и отключать спину. Главное тут спина. Итак, есть несколько видов подтягиваний. Обычно, как нас учат, когда мы подтягиваемся в каком-нибудь спортивном зале, или как подтягиваются бодибилдеры, да, мы беремся и относительно широким хватом, и когда мы начинаем тянуть себя, мы подтягиваем вначале лопатки, а потом тянем спиной кверху, при этом локти разводим в стороны. Они даже иногда не дотягиваются до самого конца, до подбородка. Это такая техника подтягивания, и это больше работает в бодибилдинге или в обычном зале, или ты просто, если хочешь подтягиваться, то никто не запрещает это делать. Это еще одна техника, ее можно делать. Но нам в кроссфите важно другое. Так как у нас наши меткуны, когда мы делаем, они на скорость, нам важно учиться делать именно парпары. Но для того, чтобы до них дойти, нужно иметь силу для того, чтобы и выносливость, для того, чтобы их делать много раз. Поэтому, когда мы подтягиваемся, мы больше подтягиваемся, так сказать, в гимнастической технике. Что значит гимнастической техники? Это когда мы не разводим руки вот так вот в стороны, как бодибилдеры делают, да, а мы уходим локтями чуть-чуть вперед. То есть мы все еще сводим лопатки, поднимаем грудь, но мы тянемся чуть-чуть впереди. Почему? Потому что все парпары или киппинги, когда делаются, они делаются вот в этой области. Локти уходят всегда вперед, локти никогда не остаются здесь. И поэтому нам нужно отрабатывать и нарабатывать именно те мышцы, с которыми в будущем мы будем больше работать. Итак,
мы не беремся так широко, мы беремся чуть-чуть поуже. Окей, и когда мы делаем строгие подтягивания, то есть мы стараемся держать легкое оло, не совсем вот прямо висеть, а легкое оло. Окей, и отсюда мы подтягиваемся вверх. Локти уходят не в стороны, а под 45 градусов в стороны. Вот таким вот образом. При этом, опять же, мы вначале включаем лопатки, опускаем их и потом тянем только уже руки, локти к телу. Окей? Таким образом мы учимся работать правильной позиции нашего тела, чтобы на будущее нам было уже легче и не надо было всякие вот такие мелкие детали обрабатывать и перерабатывать, когда мы будем подтягиваться уже в киппинге или в парпаре. Окей? Поэтому это очень важно. Следующее. Вы научились делать строгих подтягиваний, без всяких дерганий, без ничего, 5-6 раз. Уже хорошее начало. Теперь, что мы начинаем делать дальше, друзья? Мы учимся делать киппинг. Я сейчас тоже не буду углубляться. Если вам будет это интересно, напишите pull-ups или подтягивание киппингом в комментариях, и я сделаю видео, полный разбор, как именно подтягиваться киппингом, что там нужно делать, и как к нему с самого вот начала приходить и до него дойти. Так же самое про обычные подтягивания. Если вам интересны техники, как научиться подтягивать, вы также можете написать строгие подтягивания или строгий strict pull-ups в комментариях. Я запишу видео, какие надо проходить уровни и как продвигаться потихоньку, чтобы научиться строго подтягиваться. Вот. Но в данный момент киппингом понятно, там надо уметь делать правильное оло, правильный арч. И когда мы умеем их правильно делать, то нам намного легче делать уже эти киппинг подтягивания, потому что мы в основном там двигаемся в оло, в арч. Но при этом я скажу так, нужно запомнить еще очень важную вещь. Кроме того, что нужно двигаться в оло, в арч правильно, кроме всего этого, нам нужно еще уметь и не просто подтянуться, а мы когда подтягиваемся, мы из-за оло арч мы затягиваем себя по дуге наверх, а когда опускаемся, мы не падаем, как многие делают эту ошибку. Они просто падают, и потом им надо заново начинать раскачиваться в оло арч. Для того, чтобы это не случалось, мы не просто падаем, мы отталкиваемся от перекладины, уходим назад, падая сразу уже в оло, оттуда арч и обратно на подтягивание. Выглядит это следующим образом. Мы делаем оло, арч, оло, вверх, оттолкнулись, оло, арч, ударились, оттолкнулись, оло, арч, ударились, оттолкнулись. Окей? Вот таким вот образом, сохраняя оло, арч все время в нужной позиции, в нужной кондиции, не перегибая там палку, не дергая ногами, а работая именно плечами, мы делаем без проблем keeping pull-ups. Очень легко и просто. И следующее у нас парпар, друзья. И как же мы делаем парпар? Парпар, в общем-то, тоже, можно сказать, начинается с all over arch, но если в киппинге мы начинаем движение с плечей вперед-назад, то здесь, в парпаре, мы больше начинаем движение именно с ног снизу. Мы как бы должны вначале закинуть носки, потом перевернуть, как волна вот идет вот так, да, по дуге. То есть мы вначале закидываем носки, потом колени, потом таз, и только потом уже голова и руки приходят кверху. А когда мы опускаемся, мы не отталкиваемся от штанги, от перекладины, а мы наоборот, мы подтянулись сюда, проскальзываемся вниз нее, уходя сразу в арч и обратно поднимаемся оло наверх. То есть у нас идет волнообразное движение. При этом оно начинается уже именно с ног, снизу, с носков. Итак, друзья, парпар. Смотрим. Как я сказал, двигаемся снизу вверх волной. Вот таким вот образом выполняется у нас парпар. Окей, оно уже более сложное. То, что там раскачиваешься, двигаешься волной, все такое, пускай это вас никак не путает. Это все еще достаточно сложное упражнение, потому что тут уже не просто надо силу держать, чтобы себя подтянуть, тут также надо держать себя в равновесии, чтобы не шататься туда-сюда. Видели, меня, может, немного повело. Окей, надо держать себя в равновесии, чтобы тебя не шатало, нужно четко это выполнять. И это еще и упражнение, где ты подразумевается делать много повторений за раз. Если у тебя они не получаются,
много повторений, туда нет смысла этого упражнения. Оно именно для того, чтобы на скорость работать на большое количество повторений. Кроме того, у нас такое же есть упражнение пар-пар, только еще когда надо дотягиваться до груди. То есть там еще сложнее, еще больше вытягивать себя наверх. Естественно, это добавляет нам работы. Поэтому здесь тоже упражнение, которое нужно много силы для того, чтобы его делать. Вот такое видео про подтягивание небольшое. Если вам было интересно, обязательно поставьте лайк. Также, если вы хотите, чтобы я снял видео отдельно про каждое упражнение, как тренировать его, как его разбить на какие части и что с ним делать, обязательно напишите, какое из них вы хотели бы я сниму на это видео. Но на этом будем, друзья, прощаться. Как всегда, да пребудет с вами сила, народ. Пока.